Здравствуйте, дорогие любители английского языка! В этом уроке будем вместе переводить 50 предложений из русского на английский. Это отличная практика для того, чтобы вы начали чувствовать язык лучше. Нужно регулярно вот так тренироваться. Ставьте лайк этому видео, подпишитесь. Также загляните в телеграм-канал, ссылка в описании под видео. А для тех, кто хочет поддержать этот канал, поддержать меня, то ссылка на Boosty, это первая ссылка в описании. Итак, давайте начнем. Я не был готов к этому вопросу. Как мы в прошедшем времени строим отрицание? Я не был готов. Быть это у нас was в прошедшем времени. Не был это у нас отрицание wasn't. I wasn't ready for that question. I wasn't ready for that question. Я не был готов. I wasn't ready. Я повесил брелок на рюкзак. Я повесил. Вешать это у нас глагол hang. Повесил в прошедшем времени получается вторая форма. Hung. Просто надо знать. I hung a keychain, какой-нибудь брелок, a keychain, on my backpack. I hung a keychain on my backpack. Это было не так, как я себе представлял. Это не так как. Это у нас that's not how выражение. Это не так как. That's not how I imagined it. В прошедшем времени представлял. I imagined it. That's not how I imagined it. Это не так, как я себе представлял. Я оставил куртку на стуле. Оставил – это оставлять нас. Leave в прошедшем времени left. I left my jacket on the chair. Оставил куртку на стуле. Left my jacket on the chair. Я передумал в последний момент. Передумать в английском языке – это поменять mind, да, свой ум, поменять свое решение. I changed my mind. Я передумал. I changed my mind at the last second. I changed my mind at the last second. Я положил телефон экраном вниз. I put my phone face down. В английском говорим лицом вниз. Face – это передняя сторона также. I put my phone face down. Вот так. Put my phone face down. В голове это звучало лучше. It sounded better in my head. Это звучало лучше в моей голове. It sounded better in my head. В прошедшем времени добавляем ed. It sounded. Звучало. Я забыл кошелек дома. Забыть – это forget. В прошедшем это forgot. I forgot my wallet at home. Сразу скажу для тех, кто будет писать в комментариях, что так нельзя говорить в английском. Так можно. Я забыл кошелек дома. I forgot my wallet at home. Но комментарий можете писать. Я не это имел в виду. Я не это имел в виду. I didn't mean it like that. Я не имел это в виду именно так. I didn't mean it like that. Я не это имел в виду. I didn't mean it – это стандартное выражение, не имел это в виду, не хотел, не намеревался, можно также сказать. I didn't mean it like that. Не намеревался, не хотел я так. Я прислонил велосипед к стене. Прислонить – это у нас lean. В прошедшем времени leaned. I leaned my bike against the wall. Тут именно глагол lean – а прислониться или прислонить что-то к стене или к чему-то всегда against предлог. Lean against – прислонить к. I leaned my bike against the wall. К стене. Я потерял счет времени. Ну, потерять счет времени – это у нас I lost track of time. Lose track of time – терять счет времени. В прошедшем времени lost track of time. Track означает отслеживать. Lose track of time. Я все, уже не знаю, какое время, потерял счет времени. Я уронил ключи на пол. I dropped my keys on the floor. I dropped. Я уронил. Drop. Когда мы нечаянно что-то роняем. I dropped my keys on the floor. На пол. Это место кажется странным. Кажется. Что за действие в английском кажется? Это у нас feel чаще всего. Иногда говорим seem, дословно казаться. This place feels strange. Кажется странным. Feels strange. Ощущается вот так. В английском очень часто мы используем именно feel. Ощущать, чувствовать.
This place feels strange. Я снял обувь у двери. Снять это take off, в прошедшем took off. I took off my shoes at the door. I took off my shoes at the door. Я не ожидал, что мне понравится. Ожидать это у нас expect. Можно использовать в прошедшем продолжительном времени. I wasn't expecting to enjoy it. I wasn't expecting to enjoy it. Я не ожидал, что мне понравится. I wasn't expecting. Я прикрыл окно наполовину. Это у нас I closed the window halfway. Именно добавляется way, halfway. Halfway означает на полпути, наполовину. I closed the window halfway. Только наполовину. Что-то не так. Опять ощущается что-то. Something feels off. Что-то не так. Это про ощущение, а это у нас всегда глагол feel. Something feels off. Off предлог означает что-то не так, что-то неладно. Something feels off. Что-то не так. Я подтянул ремень на сумке. Вот такое физическое действие. I tightened the strap on my bag. Tight – тугой, tight. Tightened – подтянул. The strap – ремень. On my bag – на сумке. Strap тоже запомните, как ремни эти, называются straps. Мне нужен был перерыв от людей. I needed a break from people. Означает, не хотел общаться ни с кем. I needed a break from people. Перерыв – это break, как существительное с артиклем a. Needed a break. Я налил себе стакан воды. I poured myself a glass of water. I poured myself. Я налил себе. Pour в прошедшем времени poured. Внимательно не говорим poor. Poor это у нас бедный, например, плохой. Poor. Poured myself. Налил себе. I poured myself a glass of water. Я этого не ожидал. I didn't see that coming. Вот еще одно выражение. Я не видел, что это грядет, что это придет. I didn't see that coming. Я этого не ожидал. Очень стандартное выражение. I didn't see that coming. Я вытащил зарядку из розетки. I unplugged the charger. Plug in – это у нас подключить в розетку. Unplug – это вытащить из розетки. I unplugged the charger. Еще одна фраза, которая недословно переводится. Я начал сомневаться. У меня были какие-то вторые мысли. I had second thoughts. Дословно. У меня были вторые мысли. I had second thoughts. В английском языке слово second во многих выражениях используется для выражения сомнения именно. Second guess – сомневаться. Have second thoughts. I had second thoughts. Я начал сомневаться. Я аккуратно сложил бумагу. Складывать это у нас fold. I folded в прошедшем времени. The paper carefully. Аккуратно. I folded the paper carefully. Я аккуратно сложил бумагу. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Тоже, естественно, не переводим дословно. I felt out of place. I felt, тот же feel, теперь уже в прошедшем felt. Это самое главное, что надо запомнить из этого видео. Глагол feel. Чувствовать, ощущать что-то. I felt out of place. Не в своем месте, не в своей тарелке, говорят уже по-русски. I felt out of place. Я не знал, как отреагировать. Я не знал в прошедшем. I wasn't sure. Я не был уверен. How to react. Как отреагировать. Можете сказать I didn't know. То же самое. I wasn't sure how to react. Я положил чек в карман. I put the receipt in my pocket. I put, в прошедшем времени put не меняется. The receipt, чек, in my pocket. I put the receipt in my pocket. Это застало меня врасплох. Такое выражение. That caught me off guard. Catch me off guard в настоящем. Caught me off guard. That caught me off guard. Это застало меня врасплох.
that caught me off guard. Я пододвинул стул ближе. I moved the chair closer. I moved the chair closer. Move всегда работает в таких контекстах. Пододвинул. У меня не было настроения, как сказать по-английски. I wasn't in the mood. Я не был в настроении, говорим. I wasn't in the mood. У меня не было настроения для чего-то конкретного. Вот у меня не было настроения. I wasn't in the mood for that. Можно продолжить. Для этого. Я почесал голову. Чесать у нас scratch, как царапать. I scratched my head. Я почесал голову. I scratched my head. Все пошло не по плану. It didn't go as planned. Это не пошло так, как планировалось. It didn't go as planned. Все пошло не по плану. It didn't go as planned. Я оставил кружку на столе. Оставил в этом случае уже. I left my cup on the table. Вот в чем разница между I forgot и I left? I left я оставил, может намеренно, может нет. Forgot я прям забыл. I left my cup on the table. Оставил кружку на столе. У меня были смешанные чувства. I had mixed feelings. I had mixed feelings. Смешанные чувства. Mixed feelings. Они у меня были. I had в прошедшем. Я застегнул куртку. I zipped up my jacket. Если куртка на молнии, то zip up. Если на пуговицах, то buttoned up. Как button, как пуговица. I zipped up my jacket означает на молнии. Я не хотел спорить. В прошедшем отрицание didn't. I didn't want to argue. I didn't want to argue. Я не хотел спорить. Поскольку есть действие want, то отрицание это didn't. Я дважды нажал на экран. Пальцем постукивать по экрану, нажать на экран это tap. Tap. Не сильно ударить. I tapped the screen twice. После tap никакой предлог не ставится. I tapped the screen twice. Вот очень часто ошибаются, даже если знают tap, дальше пытаются какой-то предлог поставить. А tap сразу означает постукивать на что-то. И не обязательно туда ставить вообще какой-то предлог. И так все понятно. I tapped the screen twice. Предлог будет ошибкой. Я неправильно понял ситуацию. I misunderstood the situation. Сразу можно сказать, неправильно понял одним словом. Misunderstand в прошедшем misunderstood. I misunderstood the situation. Я не так понял ситуацию. Misunderstood. Я поднял монету с земли. I picked up a coin from the ground. Pick up это как раз поднять то, что упало, то, что внизу. I picked up a coin from the ground. С земли. From the ground. Я не чувствовал себя частью этого. I didn't feel included. Я не чувствовал включенным в это, частью этого. I didn't feel included. Опять, конечно, наш feel. I didn't feel included. Я не чувствовал себя частью этого. Я откинулся назад и вздохнул. В книгах очень часто можно такое прочитать. I leaned back. Откинулся назад. Мы про lean уже говорили. Наклоняться, что-то вот прислонить к стене у нас было. Lean. I leaned back and sighed. Sigh – это вздохнуть. I leaned back and sighed. Откинулся назад и вздохнул. Мне было неловко отказывать. I felt awkward saying no. I felt awkward saying no. Felt, feel чувствовать в прошедшем felt, я так ощущал. I felt awkward. Awkward – это неловко. Saying no – говорить нет. I felt awkward saying no. Я засунул руки в карманы. I put my hands in my pockets. I put my hands in my pockets. Put в прошедшем не меняется, остальное несложно. Я все время об этом думал. Если я все время думал, I kept thinking about it. Можно и по-другому сказать, но именно keep
как продолжительное действие, да, после keep ставится глагол с инговым окончанием, и получается продолжал что-то делать или все время я что-то делал. Keep в прошедшем kept. I kept thinking. Получается, я все время об этом думал в прошедшем. I kept thinking about it. Я убавил громкость. Убавить у нас turn down, фразовый глагол. I turned the volume down. Turn ставим в прошедшее, потому что это было в прошедшем. I turned the volume down. Turn down убавить, turn up сделать погромче. I turned the volume down. Я не хотел сделать хуже. I didn't want to make it worse. Сделать это хуже. Make it worse. I didn't want to make it worse. Я не хотел сделать все хуже, сделать это хуже. I didn't want to make it worse. Я закрыл дверь на ключ. I locked the door behind me. Позади себя. Можно еще добавить I locked the door. Основное. Lock означает закрывать на ключ. Lock. В прошедшем locked. Британцы говорят lock. У них все через O. У американцев все через А. I locked the door behind me. Мне нужно было проветрить голову. Как такое сказать? I needed to clear my head. Clear означает сделать яснее. I needed to clear my head. Проветрить голову. Проветрить свои мысли. I needed to clear my head. Я глубоко вдохнул. Вдохнуть это у нас take a breath. Можно фразу I took a deep breath. I took в прошедшем take a deep breath. I took a deep breath. Если у вас было слово inhale, вдохнуть, тоже хорошо. I inhaled deeply. I took a deep breath. Так легче. Мне стало легче после этого. I felt relieved after that. I felt, как я чувствовал себя. Felt. Relieved. Облегченным означает. Relieve. Облегчать. I felt relieved after that. После этого. Если понравилось видео, ставьте лайк. Напишите в комментариях, что вы хотите вторую часть. Я об этом подумаю обязательно. Также можете поддержать меня на канале Boosty. Это первая ссылка в описании. Мне очень приятно каждый раз, когда подписывается новый человек. Спасибо за просмотр. See you soon. Take care.